На своем аэроплане Паша, он любил говорить аэроплан, а не самолет, летал на бреющем с востока на запад и с севера на юг, по всему району вспышки эпидемии, всматривался в кочевья, нет ли где черной тряпки, не выпадлят ли из ракетницы врачи, вызывая помощь, дымят ли очаги, все ли в общем в порядочке, как выражался энергичный, черный, сиплый доктор Лобода. На бреющем Паша пролетал над головами тех людей, которые уничтожали тарбаганов, помахивал сверху рукой в перчатке с траструбом. Дескать, валяйте, привет, я просто мимоездом поинтересовался. И подруливал к лагерю, мылся под душем, ел, вновь вылетал. Врачи, фельдшера, сестры мерили температуру всему населению района. Вводили сыворотку больным, вакцинировали здоровых. В дальнее кочевье, где были больные, приезжала походная кухня с горячей пищей. Ели и выздоравливающие, и врачи, и те, кого выдерживали в изоляторах. Баринов часто летал с Пашей по вызовам радистов, консультировал сложные случаи. И однажды на летучке сказал: «Могу поздравить, товарищи, теперь очевидно, что эпидемия локализована, пошла на спад. А все потому, что каждый человек обязан делать то, что он делает. Это его долг».